Приветствую вас, мои хищницы. Приветствую вас, мои любимые меркантильные сучки, байгужаночки. Добрый вечер. Как дела? Надеюсь, обезжиривайте этих сраных насекомых. Ась! Это будет лучшее время моей жизни. Согласен. Приветствую вас на ютубе и в тиктоке. Инстаграм мой заблокирован. Службы поддержки пытаются его разблокировать, а нам похуй. Привет, мои любимые. Привет, мои хорошие. Приветствую. Сегодня, девочки, на часик, может быть, часик 20. Я с вами на важную тему. Если вы, конечно же, рассчитываете и намереваетесь разбогатеть. Слушайте сюда, мои хищницы, мои меркантильные твари и те, кто только готовится ими стать. С вами на связи ваш адский трансформатор. Профессор обезжиривания, единственный человек, который вытащит вас из нищеты и ваш мозг из этой помойки морали. Поэтому убейте всех нищеров, выкиньте их на мороз и впитывайте. Возьмите ручку, блокнот и внимательно записывайте каждое слово. И прежде чем я начну, я хочу, чтобы вы сейчас очень четко поняли одну вещь. То, что я называю квотами. И это не про эзотерическую муть. Это не про карту желаний. Это не про мышление изобилия. Под вонючие ароматопалочки. Это не про очередной инфо-цыганский высер. Про бабские сказки. Просто полюби себя, и вселенная все тебе принесет. Нет, это про другое. Это про то, что общество устроено как жесткая система. У этой системы есть свои этажи, свои роли, свои коридоры, свои клетки, свои допуски. И если ты этого не понимаешь, ты не живешь своей жизнью, ты не богатеешь, ты просто временно занимаешь чужую вонючую ячейку. Сейчас, девочки, я расскажу подробно, от этого твой мозг взорвется и перевернется. Я буду говорить максимально жестко и быстро, без соплей, потому что все вы богини. Потому что вы уже давно в том возрасте, усатый красавчик, спасибо. Спасибо за самого лучшего. Вы уже все в том возрасте, что вас не стоит гладить по голове, вас стоит обучать и мотивировать богатеть. Сразу после технаря в 19 лет я ушел служить в армию, затем после 2 лет армии демобилизовался. Устроился работать в милицию, участковым уполномоченным милиции. В городе Озерске, Челябинской области, ЖЭК номер 3. Тогда мне было 21. 5 лет работал в милиции участковым. И то, что я увидел, перевернуло мое представление о мире навсегда. И я поэтому разбогател. Что я увидел? Я сажаю в камеру, в тюрьму, на зону 5 воров. Через месяц на их месте уже были новые. Другие люди, но количество оставалось почти таким же. У меня в кабинете участкового на них лежали карточки. И цифры на них, на этих карточках, когда не было компьютеров, была картотека. Цифры практически не менялись. Они вообще не менялись. Карточки на домашних боксеров, которые регулярно пиздят своих жен. Одна и та же цифра. Карточки на педофилов. Ты их посадил, 5 штук. Цифра одна и та же. Карточки на проституток. Они разъехались, сдохли, что случилось. Цифра карточек на проституток одна и та же. Цифра на карточке хронических алкоголиков или убийц
одна и та же. Каждый год одна и та же цифра суицидов. Привет, Катюш. Каждый год одна и та же цифра изнасилований. Каждый год одна и та же цифра ДТП со смертельными исходами. Каждый год одна и та же цифра. Я тогда думал, ну, может быть, район такой? Ну, просто у меня было 3 квартиры, где жили по 10-15 алкашей. Черные маклеры их наебали, продали эти хаты, продали их нормальным, ну, понятно, кинули людей на квартиры этих алкашей. Продали эти квартиры. В эти квартиры, в 3 квартиры заселились нормальные люди. Я думал, вау, победа. Этих притонов алкашных больше нет. Что вы думаете, через 2 недели новые 3 квартиры и новые 3 притона? Тогда я стал думать, размышлять, читать книги, грамотные книги, и до меня дошло. Это не совпадение, это система. И я буду сегодня об этом говорить. Если ты сегодня эту тему поймешь по-настоящему, ты разбогатеешь. Система, которая не хранит конкретных людей. Система, которая хранит места. Причем система, которая хранит места и заполняет их насильно. Есть фиксированное количество ячеек для женщин, допустим, которые будут терпеть насилие. Есть фиксированное количество ячеек, условно ячеек, или квот, или слотов для женщин, которые будут жить с нищими, морковными сблевышами, пидорасами и другими морковными придурками. Они будут жить с нищими, с ленивыми мужиками. Есть слоты. Вот на город выдается определенное количество слотов или квот, или ячеек для женщин, которые будут жить с нищерами. Есть фиксированное количество ячеек, слотов или квот для женщин, которые после 40 останутся одна с ребенком и с ипотекой. Есть фиксированное количество ячеек для женщин, которые будут сильными и независимыми, консьержками. Знаете, как консьержка переводится с украинского? Я недавно узнал, позавчера. Консьержка — это сильная, независимая, тупая овца, которая все время учится, получает нахуй никому не нужное высшее образование, потом работает на себя, да, для себя, да, 100 тысяч рублей в месяц зарабатывает, 1000 или 2000 долларов, чтобы купить себе мороженое, да, которая алтайская целка, не выходит замуж, ну, не встречается с богатыми папиками, не обезжиривает миллионер, вот, а их, оказывается, по-украински называют ёбана курва. Кто слышал? Я не знал, что консьержка — это ёбана курва. Есть фиксированное количество ячеек для консьержек, которые будут сильными и независимыми до конца дней, да, и рассказывать всем, какая она молодец. Да, с котами в одиночестве, понятно. И причем система, она не привязана к конкретной женщине. Системе похуй, кто именно будет страдать. Самое важное в системе, чтобы количество ячеек, слотов или квот было заполнено и оставалось стабильным. Поэтому, когда одна женщина становится байбужанкой, вырывается в роскошь, допустим, богатеет, на ее место нищеты быстро встает другая. И я в ахуе от этого. Девочки, напишите, что вы об этом думаете. На каждом вагинаре есть несколько слотов, ячеек для морковных сблевышей, которые будут писать всякую хуйню. Это нормально. Они долбоебы сраные, абсолютно тупые, биомусор. Но они нужны. Нужны системе. И они всегда находятся. И я видел это своими глазами сотни раз. Одна женщина исчезает из сводок, полицейских сводок. Через 3 месяца в той же квартире уже другая женщина с синяками под глазами. Одна эскортница или проститутка завязывает ебаться за бабки, да. Через время появляется новая, моложе и глупее, которая тоже ебется за бабки. Один придурочный мужик, домашний тиран, садится в тюрьму. Через месяц на его место приходит сосед, причем настоящий сосед, который раньше даже не повышал голос, но теперь он домашний тиран, и я заполняю одни и те же карточки. Девочки, мир
Мир — это не хаос. Мир — это жесткая, циничная, хорошо отлаженная система, которая воспроизводит одни и те же сценарии судьбы. Она делает это автоматически, через бедность, через страх, через страх одиночества, да, через воспитание, через правильные ценности, да, через давление подруг и мам, да, через гормоны, через всю эту хуйню. Поэтому, когда ты говоришь, допустим, ты говоришь, ну, Дениса, я просто хочу нормального мужика. Я не меркантильная, главная душа нищера. Или я терплю, потому что люблю. Или я боюсь показаться плохой, я боюсь быть меркантильной тварью, я боюсь уволиться с работы, я боюсь стать содержанкой, да. Ну, зато я не одна, не ссыться и ладно, да. То ты сама добровольно занимаешь одно из этих мест, да. А самые нижние ячейки нищеты сама добровольно занимаешь одно из мест в системе. То есть ты встаешь в очередь на дешевую, предсказуемую, сраную судьбу. А система в это время уже готовит следующую женщину, которая займет твое место, если вдруг ты сдохнешь или решишь вырваться в богатство. И вот почему я говорю про квоты, девочки. Не потому что где-то сидит злой дядька с калькулятором, а потому что мир — это огромная бездушная машина, которая очень хорошо умеет держать баланс. И ей нужно, чтобы на нижних этажах всегда было достаточно женщин, которые будут терпеть, рожать уебкам, ныть, работать консьержить на износ и умирать в нищете. И пока ты продолжаешь играть по правилам этой хорошей девочки для всех, этой не меркантильной хорошей девочки, ты остаешься именно в этой части системы внизу. Девочки, кто понимает, о чем я говорю? Кто понимает и кто уже в ахуе от того, что я говорю, напиши, я в ахуе. Если ты начала понимать или ты еще не понимаешь, насколько это прикольно. Сахар положу в кофе. Я в ахуе, да. Денис, я люблю тебя, спасибо, что ты есть, и я тебя люблю, красотка моя. Если ты прослушаешь вебинар до конца, ты поймешь, как работает система и как ее наебать, как ее вскрыть, как разбогатеть. Итак, напиши, пожалуйста, в каком городе ты живешь, какой у тебя средний доход ежемесячный от твоей консьержской жизни. Есть ли у тебя в собственности квартира, дом, может быть, квартиры, машины, деньги на счетах хотя бы там 2-3 миллиона рублей. Есть или нет? Если нет, то посмотри на мои волосы, они в ахуе. Потому что сейчас большинство из вас стоят в бесконечной очереди на самую дешевую жизнь. В очереди на компромисс, в очереди на мужика, любой хоть какой. Ну пусть не собственник бизнеса, пусть будет бариста. В очереди на усталость вместо нормального секса, в очереди, ну зато не одна. И эта очередь бесконечна. Вы стоите в этой очереди. Потому что система каждый год производит новых женщин. Посмотрите, 13-14-летние девочки подрастают. Их армия по всей земле. Скоро им будет 15-16. Очередь идет. Эта очередь бесконечна. Потому что система каждый год производит новых женщин для этой роли быстрее, чем успевают состариться другие. И вопрос, девочки, не в том, любимые, существуют ли квоты. Они существуют, ты это уже поняла. Определенное количество миллионеров, определенное количество миллиардеров, определенное количество президентов, определенное количество маньяков, определенное количество суицидов, определенное количество людей, которых выебут и высушат, заебашут, да, определенное количество на город людей, которых заебашит сосулька, блядь, сверху, блядь, и определенное количество онкологически больных, определенное количество докторов, квоты! Определенное количество нищих, определенное количество пиздоболов, морковных сблевышей, пидоров в колготке, этих шерстяных, сука, это со свиной башкой мужиков. Определенные квоты, четкая система.
Квоты существуют, слоты существуют, или ячейки, как хочешь назови, похуй. Ты это чувствуешь каждый день своими сиськами. Напиши «чувствую сиськами». Вопрос, девочки, только в том, в какой квоте, в какой ячейке, на каком этаже, в каком стойле сейчас стоишь ты. И готова ли ты из этого этажа, с этой квоты, с этого стойла, готова ли ты выйти наверх? Чувствую сиськами, умница. Поделилась трансляцией, умница. Ты такой сладкий пупсик, спасибо. Я готова. Потому что есть и другая очередь. Там, девочки, тоже есть квоты. Но они абсолютно другие. Там квоты на деньги, на роликсы, на свободу, на сильных, обеспеченных мужчин, на красивую жизнь, на право жить не в режиме выживания. Там есть квоты, девочки, на все, что ты пожелаешь. Абсолютно на все, что ты пожелаешь. Там есть квоты. Там есть, сука, квоты. Квоты, блядь. Там есть роскошь, там можно не работать, там есть. И чтобы туда попасть, нужно сначала понять, в какой ячейке ты находишься сейчас. И потом выйти из нее. Жестко, осознанно, без оглядки на то, что подумают родственники маман с узкими губами или твой сраный нищер. Потому что хорошие девочки не бунтарки, которые учатся и работают, служат государству рабы, женщины-рабыни, да? Это тоже квота, которую система любит и поддерживает больше всего. Еще раз, квота нищих женщин, которых ебут от мамы с папой, государства, школа, учеба, начальник на работе, все ее ебут. Система любит этих женщин, рабынь, больше всего. И больше всего их поддерживает в унижении. Скажи, а ты уже не хочешь быть консьержкой, этой ебаной курвой, этой бесплатной давалкой, которую ебут все? Или хочешь? Напиши «хочу», «не хочу». Слушайте меня внимательно. Я объясню вам, девочки, что такое квота, если вы не понимаете. Киса, спасибо. Я объясню вам, девочки, что такое квота максимально просто и по делу. Смотри. Представь, что жизнь – это огромный дом с разными этажами и комнатами. То есть жизнь – это дом с этажами и комнатами. В этом доме есть ограниченное количество мест на каждом этаже. Допустим, на первом этаже квота на обычную нищебродскую жизнь. Ну, мужик в трениках, который тебя не ценит, не любит, он сам не зарабатывает, а нищер сраный, даже 10 тысяч евро в месяц заработать не может. Тупой биомусор твой мужик. Да? И ты заяриваешь, значит, его залупку за воротник каждый день, да, и ничего нет. Ипотека на 30 лет, усталость, бытовуха, нищета, бедные дети, да. Ну, зато типа не одна. Ну, работа, которую ты ненавидишь и ловишь маршрутки каждый день, консьержишь. Опускаешься в метро, и твои подружки тоже бестолковые, нищие консьержки. Ёбана курва. Угу. Даже 10 тысяч евро, конечно, Наташа. Если мужик не зарабатывает 10 тысяч евро, с ним не стоит иметь общение. Не стоит, тем более, выходить замуж, потому что вы будете жить в нищете. Будете ловить маршрутки вдвоем. А однажды ты одна поедешь на маршрутках в Ашан с 2 пакетами и с 3 детьми. Вот и все. Как притянуть богатого? Да, я расскажу. Да, будьте до конца, ты поймешь, как притягивать богатых. На этом низком этаже всегда должно быть определенное количество женщин на первом низком этаже. И система следит, чтобы места не пустовали. Поэтому, когда одна женщина вырывается к богатой жизни, на ее место быстро находится другая. Ее туда заталкивают. То есть все нижние этажи заполнены, потому что система заталкивает туда людей. Есть квота на женщин, которые будут терпеть домашнее насилие. Кто из вас, девочки, сейчас терпит домашнее насилие от мужика, который иногда тебя толкает или пиздит? Это квота на таких женщин. Есть квота на женщин, которые будут жить с нищими мужиками и ныть всю жизнь.
Есть квоты на женщин, которые 40 лет останутся одни с ребенками, с детьми и с кредитами. Есть квоты на женщин, которые будут сильными и независимы и дохнут в одиночестве с котами. Угу. Система, запомните, она не хранит конкретных людей. Система хранит места. Ей похуй. Люда, Маша, Катя. На лица, на жопу ей похуй. Она хранит места и запихивает туда людей. Поэтому, когда ты просто ищешь нормального парня, нормальный парень, боишься показаться меркантильно, или терпишь потому что люблю нищера, да? Ты сама занимаешь место в одной из этих этажей, в одной из этих квот. И система видит. Отлично видит, она говорит, вау, супер, еще одна курва ебана, консьержка вонюча, еще одна добровольно встала в очередь на дешевую судьбу. И начинает подсовывать тебе соответствующих мужичков, да, вот этих вот бямус, вот слабых, с прищемленными яичками, соответственных тебе мужчин, да. А есть другой этаж. Там квоты тоже есть, но они другие, да. На другом этаже другие квоты, другие слоты, да. Там есть слоты на деньги, на свободу, на путешествия, на сильных мужчин, на красивую жизнь, ну понятно, на богатство. И вопрос не в том, существуют ли квоты, вопрос в том, в какой квоте, на каком этаже сейчас ты стоишь, и готова ли ты из нее выйти, все очень просто. Теперь ты понимаешь, почему просто быть консьержкой тупой, хорошей девочкой, бесплатной давалкой, которая не мечтает разбогатеть, да? Это просто не работает. Ну, потому что хорошие девочки, это и есть та квота, которую система любит больше всего. Ты это поняла? Ты это поняла? И я, девочки, не придумал этот принцип. Я устал. Нет, ты не устал. Если ты устал, то ты сдох. Если ты устал, то просто сдохни, и все. Не путайся, не мешай мужикам становиться мужиками, а девочкам богатеть, окей? Девочки, если твой мужик устал, он нахуй планете не нужен. Потому что мужик должен работать, и все. Приносить бабки домой, ты же это знаешь. Я не придумал, девочки, этот принцип. Я его увидел своими глазами много лет назад. А потом уже нашел научные подтверждения. Когда я работал в милиции, тогда это была милиция, это сейчас полиция. Работал в милиции участковым полномоченным, я видел вот эту страшную закономерность. Сажают одного вора, тут же приходит другой. Убирают одного домашнего тирана, да, через неделю до его места становится следующий. Одна избитая женщина исчезает из сводок в картотеке, да, ну потому что ее убили, а тут же появляется новая, которую пиздят. Один алкаш сдох, да, там, не знаю, закодировался, на его место поднимается сосед, который вчера еще не бухал. И тогда ты думаешь, первые полгода, год, я думал, это совпадение. Потом я думал, что это какое-то проклятие. А потом начинаю читать труды великих людей, великих умов человечества и понимаю, что это не совпадение, это контур, это система. И тогда, еще тогда, будучи молодым, в 25 лет, я понял вот эту неприятную правду, что системе плевать. Девочки, системе плевать. Система хранит не людей, она хранит места. На нижнем этаже, на среднем или на самом высоком, где роскошь и богатство. Места для бедных она хранит. Места для уставших. Места для удобных. Места для женщин, которые будут терпеть. Места для мужчин, которые нищебродят. Места для мужчин, которые разбогатеют. Места для мужчин, которые будут тебе врать, давить, ебать тебя за слова любви, да, прикрываясь романтикой. А они будут экономить на тебе, называть это хорошей обычной жизнью, да. И пока конструкция не меняется, место не пустует. Вот почему, девочки, я говорю про квоты. Не потому, что где-то сидит волшебный бухгалтер вселенной, а потому, что система автоматически воспроизводит один и тот же, если хочешь, рисунок судьбы. Поэтому, девочки, сегодня будем разбирать эту систему через несколько фундаментальных источников. И это не инфо-цыганский бред, это инфо-башкирская информация. Выводы великих людей, которые десятилетиями исследовали, как устроен мир. Да, мы поговорим о социальном законе баланса. Доказано,
что даже в страшных, самых страшных вещах, от преступлений до самоубийств и суицидов, цифры остаются неизменными. Личности меняются, один суицидник выпилился в окно, на его место система ищет следующего. А, кстати, а вы знаете, как ищет система следующего, кто же подохнет, кто же выпилится в окно? Личности меняются, квоты остаются. Есть квота на нищету, есть квота на роскошь. А ты, кстати, в какой? Ты в какой? Я был в квоте на нищету. Я же всю жизнь с детства был нищим. Но потом я перешел в квоту богатых. В настоящее время долларовый миллионер. Дальше мы поговорим о нейробиологии. Нейробиология это действительно великая наука, которая учит, что выбора нет. Отсутствие выбора. Силы воли, свободы воли абсолютно нет, потому что вы просто биологические машины, чьи реакции абсолютно предопределены. Да? И либо вы взламываете этот код, либо продолжаете кудахтать в своей биологической клетке. Ко-ко-ко. Вы стал таким хорошеньким. Спасибо, красотка. Это все мои волосы, которые в ахуе. Да? Дальше поговорим об архитектуре систем, если хочешь. Профессора мирового уровня, да, великие башкиры объясняли, как система держит себя через обратную связь. Кто слышал про это? Миру выгодно, чтобы ты была бедной и удобной, и это поддерживает мировое равновесие. Чтобы вырваться с нищеты, нужно сломать алгоритм. Дальше поговорим о технологии власти. Квота на власть и богатство ограничена. Вверху мало мест. И либо ты используешь законы системы, наебываешь ее, либо ты кормовая база для богатых людей. Богатые люди — это всегда вампиры, которые используют нищих как корм. Дальше поговорим про управление реальностью. Если ты не выбираешь свой слот, свою квоту, свой этаж, да, не выбираешь в пространстве вариантов сознательно, система выбирает его за тебя. И поверь, тебе этот выбор не понравится. И еще, о чем я хочу успеть поговорить, если получится, конечно, про эти темы поговорить, про иерархию потребления. Потому что мир, девочки, управляется знаками и кодами доступа. Тебя сначала считывают, проверяют, и уже потом либо впускают в элиту, либо оставляют в стойле. Добрый вечер. Могу же как уехать в Дубай, Дианочка, я про это сегодня рассказываю. И поэтому, девочки, вопрос сегодня не в том, есть ли эти квоты. Ты телом и сиськами чувствуешь каждый день. Главный вопрос в том, в какой квоте живешь ты и куда ты хочешь. Когда я работал участковым, я понял. Мир — это таблица Excel. В ней есть квоты на шлюх, квоты на домохозяек, квоты на королев, квоты на нищеров и квоты на собственников бизнеса. И система жестко следит, чтобы в каждой ячейке кто-то сидел. Если ты сейчас в ячейке бедная, несчастная, тупая овца-консьержка, которую ебут нищеры, да, знай. Система сама вас там держит для баланса. Единственный способ выбраться — это взломать свой ебаный код. Стать таким сообщением, которое система будет вынуждена перевести в сектор богатства и роскоши, чтобы не нарушить свои математические алгоритмы. Поэтому либо ты меняешь свой операционный образ, либо ты просто заполняешь собой чужую квоту нищеты. Понятно? Ну а где найти этого богатого? Так я про это сегодня и буду говорить. Поэтому времени мало. Квоты закрываются. Кофе наливаем и погнали. Окей? Девочки, вы со мной? Напишите, какую квоту вы сейчас занимаете. Квоту алтайских целок, квоту работающих женщин, ёбана курва, квоту нытиков, квоту бедных, квоту студентов без мозгов.
которые получают нахуй никому не нужное высшее образование, чтобы стать рабыней системы, да, работать в найме. Квота несчастных жен нищебродов. А в какой квоте ты? Напиши. Какой этаж ты занимаешь? Тебя система там удерживает. Она тебя туда пригласила. Ну, как пригласила, заставила тебя там быть. Ты поймешь, кстати, как ты заняла эту квоту нищеров. Квоту содержанок, отлично. Есть квота любовниц, да, миллионеров. Есть квота жен миллиардеров, да. Несчастная жена нищееба, вот квота. Анечка пишет. Бедная, да, это ваши квоты. Я прыгаю то туда, то туда. Нужно зафиксироваться на какой-то квоте. Любовница-содержанка, умница. Это уже получше. Здесь хотя бы деньги есть. Здесь хотя бы ебут за деньги. Угу. Потому что многие консьержки, они тоже сосут. Все сосут. Просто одни сосут, понимаешь, ну богатые, да, хуи, да, ради машин, квартир, будущего. А кто-то сосет просто у бариста. Ну, у нищеров, морковных сблевыш. Сосут все. Правильно ли пользоваться парнем? Еще спрашиваешь, девочки, напишите ей, правильно ли пользоваться парнем. Как будто парни вами не пользуются, вы чё? Я в ахуе просто. Посмотрите на мои волосы. Они в ахуе. Итак, напиши, я тебя люблю, мяу. Напиши, в каком ты городе живешь. С какого ты города, поселка, откуда ты, напиши. Потому что я буду говорить сейчас про город. Город — это машина, которой абсолютно плевать на чувства. И сейчас будет очень неприятная правда. Смотри, город Магнитогорск, я в ахуе. Я один раз был в Магнитогорске, блядь, чуть не обосрался просто от нищеты. Я в ахуе. Город, девочки, это не место, где ты строишь свою жизнь. Саратов, Магнитогорск, Новосибирск, Улан-Удэ, пиздец. Город — это машина. Холодная, умная, саморегулирующаяся. И ей вообще похуй, что ты там себе думаешь про предназначение, что ты думаешь про любовь, про самоценность, я достойна большего. Городу похуй. У любой сложной системы, смотрите, есть запасы, потоки, механизмы, которые удерживают ее в равновесии. Есть люди, которые заходят в систему. Есть роли, которые система раздает. Ну там 30 полицейских, 30 следователей, 20 врачей, да, это все роли. 20 пожарных, да, там, на какой-то район. Есть результаты, которые она воспроизводит снова и снова, эта система. И главный принцип здесь какой, девочки? Правильно. Джулия, красотка. Жизнь это матрица, 100%. Главный принцип здесь это гомеостаз. Кто знает, девочки, что такое гомеостаз? Напиши, я знаю, когда вынимаю. То есть способность системы сохранять свою внутреннюю норму. Это гомеостаз. Температура поднялась, тело потеет, да? Температура упала, тело дрожит. Организм сам возвращает себя к 36,6 градусам. Общество работает так же. Если в нем есть определенный привычный рисунок жизни, он будет удерживать его. Если в городе должно быть, например, определенное количество уставших женщин, определенное количество женщин на зарплате и на нервах, определенное количество домохозяек, определенное количество проституток, определенное количество содержанок, определенное количество бизнес-вумен, определенное количество серых мышек, которых ебут все, ну и так далее, то система будет снова и снова распределять людей по этим ролям и удерживать в стойле. Не потому что система злая, а потому что ей так удобно держать структуру и форму. Запомните. Любимые мои гужаночки, запомните. Спасибо за поцелуйчик. Запомните. Системе не интересны фамилии, ей интересны функции. Ей не важно, ей похуй, как тебя зовут. Кстати, напиши, как тебя зовут. Напиши, как зовут. Напиши в комментариях, как тебя зовут. И ты узнаешь. Что системе абсолютно похуй, как тебя зовут. Ей важно, для какой ячейки ты подходишь. Для какого слота или для какого этажа. Если одна женщина выпадает из роли,
Ну, например, стала байгужанкой. А на ее место встает тут же следующее. Если одна перестала терпеть нищера, система подгонит другую этому же нищеброду, которая пока еще не умеет нормально въебать и обоссать ебало. Если одна вышла из режима «работаю за копейки, за 100 тысяч рублей», молча все тащу на себе, если она вышла, да, то на ее место подтянется новая, потому что нижние этажи не любят пустоты. Понимаете? Вот почему твоя жизнь — это не просто цепочка случайных выборов, нет. Это результат того, как система считала твои настройки. Еще раз, система считывает твои настройки и загоняет тебя в соответственное стойло. Она посмотрела на тебя и решила: так, Денис, кого еще слушать, кроме вас? Не знаю. Господа Бога, кроме меня. Все, меня и Господа Бога. Потому что во мне говорит Господь Бог. Вы же понимаете, что я Иисус Христос современности. Я пришел на эту планету помочь женщинам, спасти вас, вытащить вас из стойла низкой самооценки. Итак, система посмотрела на тебя и решила: ха-ха, для этой квоты нищенской женщины, рабыни, консьержки ебаной, курвы, она посмотрела и решила: так, воспитание ее подходит, ты есть Бог, красотка, воспитание подходит, страх одиночества есть, чувство вины есть, благодаря маман с узкими губами, привычка терпеть есть, запрос на постоянное одобрение, блядь, всего мира есть, планка низкая, живет в Магнитогорске и не вырывается. Ресурсного кода, да, а запрос на богатство этого кода нет. И что? Система видит тебя, считывает и ставит тебя туда, где ты стоишь. В ячейку ебаная женщина. Денис, привет! Прическа в ахуе, потому что тема сегодня охуевшая. То есть она ставит тебя туда, где нормальная женщина, то есть работает, консьержит, устает, не просит, боится рисковать, боится знакомиться, боится выехать из Магнитогорска, соглашается на малое, да, любит нищих, да, не строит отношения с богатыми, да, ищет чувства, бабочки в животе, дурын, да, и в какой-то момент начинает все это считать своей судьбой. У тебя волосы охуели. Поняла тему? Да. Ты поняла тему? Вообще, кто понимает тему, что она охуевшая? Это и есть, девочки, ловушка. Ты как думаешь? Ты думаешь, ну, я живу в Магнитогорске, потому что так получилось. Я живу в Сочи, так получилось. Я живу в Нищенском, блядь, Саратове, так получилось. Я живу и работаю, живу с морковным сблевышем, с этим упырем, который меня пиздит и не зарабатывает, и не купил даже Мерседес, не подарил тебе квартиру. Так получилось. А на самом деле ты просто идеально вписалась в этот существующий слот. Как привлекать внимание всех мальчиков, я об этом сегодня как раз таки и говорю. Понимаю, куда вынимаю, молодец, хорошо. Но есть, девочки, и хорошая новость. У любой системы есть слабые места, есть точки, где маленькие изменения дают огромный эффект. И самое интересное, что одна из таких точек — это правило, по которым система тебя распознает. А правила — это не только внешние законы, девочки, это еще твои внутренние установки. Однажды, когда я стал работать над собой, я поменял внутренние установки, система меня распознала и вытолкнула меня в мир богатых людей. У меня тогда даже интеллект поменялся, я ебаться стал по-другому. У меня поцелуи стали сочными, я стал успешным владельцем бизнеса. Понимаете? Как только вы меняете внутренние установки, внешние автоматическими. Поменялся реквизит. Что такое внутренние установки? Это то, что ты считаешь для себя нормой. Девочки, что вы считаете для себя нормой? Подумайте сейчас. Что вы считаете? Например, ты сейчас зарабатываешь там сколько? 100 тысяч рублей. Ну там, 2000 долларов. 3000 долларов. Сколько для тебя норма в месяц? Вот ты говоришь, 100 тысяч рублей, или 3000 долларов, или 100, или 2000 долларов, это моя норма.
Если бы увеличить в 2 раза, было бы великолепно. Это для тебя норма. Норма, то, чего ты боишься, например, знакомиться с богатыми мужчинами, да, боишься обезжиривать, да, боишься полететь к богатому мужику, боишься стать байгужанкой, не учишься у байгужина, не проходила ни одной платной программы, не взяла ни одной консультации у байгужина, ну, личный консультант, это для тебя норма, ты не проходила групповой коучинг, это для тебя норма, то, на что ты постоянно соглашаешься, да, то, как ты быстро сдаешься, да, то, как ты разговариваешь с мужчинами, там, с деньгами, там, с жизнью, с самой собой, с своей мамансузскими губами. Поймите, система ставит тебя в стойло или в ячейку, в определенную ячейку. Не по паспорту, она ставит туда тебя по твоим настройкам. Если у тебя внутри «мне много не надо», или «лишь бы не одной», хоть бы не потерять, неудобно просить, неудобно обезжиривать, я не меркантильная тварь, надо быть хорошей, надо учиться, надо работать, надо самореализовываться, надо ждать пенсию ебаную, лучше не высовываться, не надо лететь к богатому мужику, не надо иметь роскошь, не надо мечтать о Бентли, не нужно копить, понимаешь, на Rolex, не нужно, да. То есть система моментально, да, относит тебя в дешевый ебаный сектор. Кто понимает, о чем я говорю? И наоборот, если ты меняешь свои внутренние правила, система вынуждена пересчитать тебя. Она думает, куда же тебя, блядь, девать. Вот, кстати, почему я трансформатор. Я трансформационный коуч. Я женский тренер. Почему? Потому что я перетаскиваю тебя с одной ячейки на другую. Я перетаскиваю тебя с нищерского сектора в сектор роскоши и богатства. Я трансформирую, я изменяю. Вот почему. Потому что у меня божественный эгрегор. А Бог, Вселенная наделила меня способностью перетаскивать тебя в лучшую жизнь. Терминатор наш. Да ты моя хорошая. Девочки, передайте эту информацию вашим мамам и подругам, пожалуйста. Если вы хотите изменить их жизнь, если вы их любите, передайте этот контент. Вас этому учить никто не будет, потому что всем надо, системе надо, чтобы ты была несчастная, жалкая и ебалась с нищими. Если твои новые настройки больше не совпадают с сектором, больше не совпадают с ячейкой серая ебаная мышь, трудовая лошадь, удобная женщина, курва ебаная, вечно понимающая и терпящая, то система больше не может удерживать тебя в старом месте, она выталкивает тебя на следующий сектор, где больше денег, больше свободы, больше богатых мужчин. Более дорогой сектор, более привилегированный, более ресурсный, и ты сваливаешь из Магнитогорска навсегда. Вот почему, девочки, я говорю вам, проблема не в том, что в мире мало мужчин, или мало денег, или мало шансов, или «Денис, а где познакомиться с богатым мужиком?» Проблема в том, что вас слишком долго считывают как дешевую ебаную мразь. Вас считывают как дешевую функцию. Вкуснейший эфир, да ты моя хорошая красоточка. И пока ты сама не изменишь свои правила, свой внутренний допуск, свою норму, свой, если хочешь, код не перепишешь, город будет снова и снова будет тебя ебать и ставить тебя в ту же самую клетку с нищерами. Потому что машина, она не чувствует, машина распределяет. Если ты это понимаешь и начинаешь управлять своим местом в системе, ты молодец, ты становишься байгужанкой. И дальше либо ты живешь как статистическая единица, да, в очереди на нищенскую жизнь, либо ты вырываешься из этой статистики в богатство. Окей? Хорошо. Если парень переписывается с другими, то очень скоро он будет прессовывать на клыка, давать на ротан другим. Поэтому его нужно просто обоссать.
наказать, просто отпизди его жестко. А может быть поймет, что не надо. Просто поломай пальцы к чертям. А он должен понять, что так нельзя. Ну, если нет, то ты просто в секторе слабая, тупая овца, которую можно наебывать. Окей? Идем дальше. Девочки, вы со мной? Ну, напишите, как вы любите меня. Я стараюсь. Я стараюсь для вас, девочки, чтобы это дошло, блядь. Со всех сторон кручу эти темы. И так, лишь бы ты разбогател. Пообещай мне разбогатеть. Напиши, скажи, обещаю, Байгужину. Разбогатеть! Обожаю вас, мы вас любим, отсосу Байгужину, люблю Байгужину. Кстати, знаете, да, что завтра в 19 часов по Москве? Завтра в 19 часов по Москве я провожу бесплатный вебинар «Анатомия без жира». Ссылка в шапке профиля TikTok, вот, в YouTube, поэтому обязательно зарегистрируйся, потому что его не будет в открытом доступе. Я буду рассказывать, как от начала до, ну, вот по шагам, от знакомства до, так сказать, ювелирки, ювелирного магазина. Буду обучать, как обезжиривать, окей? Анатомия без жира, сообщи всем подружкам. Анатомия без жира завтра в 19 часов по Москве вебинар. Закрытый, ссылка в шапке профиля TikTok, YouTube. Окей? Инстаграм мы заблокировали, и хорошо. Да, сейчас ребята работают, чтобы разблокировать, поэтому пока, девочки, мы здесь с вами. Да? Отлично! Кстати, любопытно, как сработало. В ТикТоке у меня 500 тысяч подписчиков. 500 тысяч подписчиков. В Инсте меньше. Инстаграм 300 тысяч подписчиков заблокировали, а клиентов стало больше. Блять, они пишут мне в ТикТок, в Телеграм, в богатом папике все собрались, да, в Телеграм-канале для девочек. В закрытый клуб вступают. У меня каждый день по 3-4 консультации, да, часовых. Ну, я раньше проводил там, ну, допустим, 1 часовую в день и 2-3 там, да, получасовые. Сейчас 3-4 часовых консультаций. Я не понимаю, как это происходит. Почему, когда блокируют один канал, клиентов становится больше? Я в ахуе просто. Но это хорошо. Девочки учатся, богатеют, обезжиривают, да, на роскошь, путешествуют, увольняются нахуй с работы, перестают консьержить, ну, улетают на моря с классными парнями, с собственником бизнеса, строят отношения, выходят замуж. Ну, короче, как полагаются байгужанки, да. Итак, мир, девочки, не читает твою душу первой. Мир вообще не читает твою душу. Мир читает твой код. Сейчас, девочки, будет важная информация, поэтому, ну, будьте внимательны. Потому что здесь ломаются почти все. Почти каждая женщина в глубине души верит в одну красивую, но очень вредную сказку. Если я настоящая, с настоящими сиськами и жопой, меня обязательно увидят богатые мальчики. Нет, не увидят. Точнее, система тебя тоже не увидит. Ну, она увидит тебя, но не так, как тебе хочется. Потому что мир вообще не начинает с души. Мир начинает с кода. С того, как ты выглядишь, это код. Как звучишь, как двигаешься, что считаешь нормой, как реагируешь на бабки, как реагируешь на нищеров, на миллионеров, как молчишь, как просишь, как сосешь, да? Как отказываешь болванам, как выдерживаешь паузу, какой социальный текст ты с собой пишешь, что у тебя написано в социальных сетях, какие эфиры ты проводишь, да? Кого ты любишь, нищих или богатых, да? Разъебываешь ли ты морковных сблевышей, проклинаешь их нахуй, ну или как? То есть, что ты о себе заявляешь. Вот это и есть две главные силы, которые управляют доступом, девочки. Запиши: гламур и дискурс. Спасибо. Гламур и дискурс. И не надо морщиться, девочки. Будто это проблески, губы или пустую башку. Нет. Давайте объясню, что такое гламур. Гламур — это не быть красивой. Гламур — это управляемый образ желанности, так скажем. То есть не просто лицо твое, тело, сиськи, жопка, или вареник, а то, какой класс жизни ты собой обещаешь. Какой класс жизни ты обещаешь мужчине. Рядом с тобой мужчина что чувствует? Что перед ним проблема, нищенка, спасательная операция, эмоциональный какой-то, блядь, долг, кредит, бесплатный психотерапевт,
Не знаю, что он там про тебя думает. Или другой уровень воздуха. Вот это и есть, девочка, гламур. То есть, что ты обещаешь мужику? Гламур — это не про то, как ты выглядишь ухоженно. Да? Это, знаешь как? Ты выглядишь так, что вокруг тебя возникает как бы ощущение, у этой женщины другая высокая норма. Ей нельзя занести в дешевый сценарий, да, ну, зайти в дешевым сценарием, да, без потери лица. Это недорогая сумка, девочки. Это не красная помада, это даже не лук. Это ощущение допуска к более высокой реальности. Окей? Напишите, кстати, а какой у вас, девочки, гламур? Не про одежду, а про уровень нормы. У тебя сумка Биркин или ебаная фурла? Напиши. У тебя Келли или фурла? У некоторых, кстати, даже фурлы нет. Да, у кого-то сумка с рынка, да, за $100 или за 500. Что такое дискурс? Внимание, девочки. Можно быть красивой и полностью нищей по коду. Потому что после тела включается язык, это называется дискурс. Дискурс, девочки, это не слова. Это способ, которым ты объясняешь миру, кто ты. Еще раз. Дискурс — это то, как ты объясняешь миру, кто ты такая. Через какие фразы ты себя несешь. Например, дискурс низкого ранга женщины звучит так. Мне много не надо, я живу в Магнитогорске, я вообще простая, я вообще консьержка, я люблю нищих, я не люблю пафос, мне не нужны Келли, мне не нужен Биркин, мне не нужны роликсы за 5 миллионов рублей, мне не нужно летать первым классом, мне достаточно экономно. Да, я не меркантильная, это дискурс. Угу. И когда мир это слышит, система это считывает, все, тебе пизда, ты села, до свидос, сука. Да, тебя уже прочитали. Тело может быть собрано дорого. Ты можешь даже выглядеть дорого. Но дискурс сразу все выдал. Перед вами девушка, которая стесняется желания стать богатой. Боится денег, роскоши, не заходит в дорогие бутики, в ювелирные магазины Ван Клифф, да, ну и заранее себя унижает общением с нищерами. Красивый какой, Юленька, зацелую, красотка. А дискурс высокого ранга звучит как: я люблю качество, мне важна ясность с богатыми парнями или мужиками. Я не вхожу в хаос ради эмоций. Я не встречаюсь с ебаными джокерами. Я не люблю принцев, да, по архетипу. Да, не люблю подвешенность, да. Уважение — это не предмет переговоров, да. Я не отдаюсь морковным сблевышам за мороженое, да. Я не ускоряюсь, не ускоряю выбор. Ой, зачесался. Понимаете? То есть, это дорогой дискурс. Вот почему некоторые женщины годами красивые, но все равно живут дешево. Потому что у них, возможно, внешность гламур, а речь нищета. Снаружи люкс, а внутри в словах панелька, Саратов и Чебоксары. Что ты думаешь по поводу женской измены? Ее не существует. Женской измены не существует. Женщины не изменяют. Никогда и никому. Женщина просто выбирает новый хуй, потому что старый замерз, посинел, не обезжиривает и не любит. Вот и все. Понятно? То есть, у тебя может быть платье дорогое, а фразы дешевые. У тебя может быть даже улыбка собрана, да, а реакции бедные. Визуально претензия, возможно, на уровень, да, по энергетике. Только бы не упустить этого насекомыша. И синдром последнего хуя. Мужская измена — кастрировать нахуй. Что непонятно? Хорошо, не буду лечиться. Понятно?
Поэтому главная ошибка женщин, которые хотят жить дорого, они думают, что нужно найти мужчину с деньгами. Нет. Представляете? Нет. Спасибо, Зверева, они думают, что нужно найти богатого мужика. Нет. Нужно сначала понять, богатый мужчина это не только человек, это еще и узел системы. Узел системы. Через него проходят деньги, связи, ритм, да, статус, доступы, коды миллионеров, привычка к другому качеству реальности. И если ты подходишь к такому мужику, как голод, как нищеёбка, как просьбы, да, как восторг снизу, да, как крестьянка, да, как случайная девочка в красивом платье или ебана-курва-консьержка, да, не способная понимать этих богатых мужчин и со страхами постоянно знакомиться, то ты не входишь в его мир. Ты в лучшем случае становишься его развлечением. А в худшем, короткий эпизод просто, да, с приятным лицом и дешевой читаемостью низких вибраций. Потому что у любой системы, девочки, у любой системы доступа есть свой протокол. Девочки, что такое протокол? Запомните, девочки, протокол это такой негласный набор признаков, по которым тебя либо впускают в мир богатых людей, либо вышибают под жопу ногой. И это происходит считывание, понимаете? То есть протокол системы проверяет тебя, насколько ты спокойно рядом с богатым человеком. Насколько ты не паникуешь от его роскоши, от его мозгов, от его интеллекта, от его скорости. Умеешь ли ты держать форму, умеешь ли ты обезжиривать, не начинаешь ли ты теряться или постоянно врать себе, сутулиться, консьержиться. Сколько у тебя подруг нищенок. Не превращаешься ли ты в обслуживающий персонал для бомжей, мужей, хотел сказать, да? Не тащишь ли ты, понимаешь, дорогого мужика в свою ебаную коммуналку в Магнитогорске? Понятно, да, девочки? И вот здесь, девочки, начинается взрослая игра. Твоя задача не бегать за мужиком, твоя задача соответствовать протоколу доступа богатого человека. Да? А не притворяться, нет. Это не работает притворяться. Не разыгрывать спектакль, а именно собрать себя так, чтобы твой образ, твои сиськи, твоя речь, твоя реакция, да, твоя скорость мышления, твоя одежда, твои подходы, твои скрипты, твоя норма говорили об одном и том же, что ты девушка для богатого человека. Правильно, молодец. Денис, как ты относишься к таким, как турнир на тенге? Это что такое? Я не знаю, что такое турнир на тенге. Добрый вечер, Леночка. И самое страшное, девочки, бедность, это же не отсутствие денег, понимаете? А отсутствие знаковой внутренней ценности. Лучшее, спасибо. Поймите, деньги это не бумага, деньги это знак. Роликсы за 5 миллионов это знак. Понимаете? То есть это знак ранга. Это знак, деньги это знак допуска. Это знак подтверждения важности. Как вы себя палите с богатыми мужчинами, девочки? Я вам сейчас расскажу, как вы себя палите, как вы проявляетесь. Как вы... Люблю Дениса, красотка. Как вы проявляете свою самарскую природу, чебоксарскую и мясскую внутреннюю сущность. Женщина низкого кода, консьержка курва ебана, да? Она рядом с богатым мужчиной слишком много благодарит, слишком быстро соглашается, да? Много объясняет, много оправдывается.
Слишком быстро становится мягкой и удобной, ничего не просто не обезжиривает, боится просто всего, боится отказов, боится быть не такой, боится знаком, боится, не становится байгужанкой, понимаете? А женщина высокого кода, она вообще не суетится. Ебала она в рот общественное мнение, а что ты не работаешь, что ты не консьерж, а что ты не выбираешь бога, а ты что, блядь, надо быть святой, люби Ваську с соседнего подъезда, понимаешь? Она ей похуй. Она не подстраивается. Она любит только себя. Она эгоистичная тварь. Она дьявол. Она дьявол с вареником. Вот и все. Она не читается дешево. Кстати, по поводу любви ты спрашиваешь, да? А как же любовь? Спасибо за цветочек. А как же любовь? Любовь, девочки, в современном мире тоже проходит. Ну, давайте объясню. А похуй, не буду объяснять. Супер, у вас тема и правда, не буду про любовь объяснять, здесь все понятно. Потому что если ты ищешь чувств, бабочек в животе, водопад между ног, твой вареник раскрывается, чтобы ебаться, чтобы зачать, чтобы родить. Потому что ты просто в страсти похотения, да. Если блуд и прелюбодеяние у тебя на первом месте с нищими, ну, ты потому что крестьянка, да, и ты сосешься, в десна жахаешься с каким-нибудь веселым молочником, да, с бариста, ну, с любым тупым, да, который не зарабатывает даже 1 миллион рублей в месяц, но и это для тебя любовь, да, ну ты опущена, да. Ты будешь жить на нижнем этаже. Тебя запихнет система. Ну ты же, блядь, что, ты, понятно же? Денис, любимый, я же не буду это больше объяснять. Это же и так ясно. Поэтому сейчас, девочки, если он умный, но бедный, значит абсолютная тупость и банкротство. Умный не может быть бедным. Умный всегда успешный, а потом богатый. А если он умный, но бедный, значит он тупой и ленивый. Вот и все. Это 100%. Потому что если такой умный, а что ж такой бедный? Что сделать бывшим? Забыть и обоссать, естественно, лицом к богатому человеку уже сегодня. Окей? Поэтому, девочки, сейчас не надо вам, если вы живете в Самаре, в Сочи, в Саратове, в Чебоксарах, в Миасе, в Краснодаре, в Красноярске, блядь, в этих уебанских городах. Если вы там живете, девочки, не надо искать богатого, вам все равно не поможет. Учитесь звучать как женщина, рядом с которой дешевые сценарии теряют право на существование, а нищеброды просто падают в обморок. Спасибо, Ксюша! Спасибо, Зверева. Денег тебе, богатство. Всем, кто дарит мне подарочки, благословляю на личностный рост, на богатого мужика, на переезд в новую реальность. Спасибо. Спасибо, любимые мои хорошие. Благословляю. Просто возьмите благословение, возьмите деньги. Получи свет. Окей? Прямо сейчас, девочки, если вы меня слушаете, напишите, откуда вы меня слушаете. Ксюша, спасибо. А если вы меня где-то слушаете из каких-то городов, напишите, откуда вы. Напишите, как вас зовут. Пока вы слушаете меня, запомните, в этом мире освободилось бархатное кресло. Иркутск, Петропавловск. Освободилось бархатное кресло, дорогое кресло. Оно уже освободилось, причем для тебя. Кто-то выпал в окно. Кто-то постарел. Кто-то сдался. Кто-то развалился. Кому-то прилетела, блядь, хуйня, блядь, по башке взорвалась. Кто-то просто не выдержал. Но кресло освободилось, кресло уже пустует. И система начала сканировать пространство в поисках новой кандидатуры. Потому что мир — это огромный зал. В нем есть 2 типа кресел.
Деревянные стулья в последнем нищебродском ряду, их много. Они все заняты. На них сидят женщины, которые терпят, экономят, консьержат, считают каждую тысячу, прощают измены нищеров, называют это обычной жизнью, живут как бомжихи с морковными сблевышами, рожают нищебродских детей, да? И есть бархатные кресла, я их так называю. Ой, шляпа новогодняя, Гаухард, спасибо! Есть бархатные кресла в VIP-ложе. Их мало. Спасибо, Зверева! Денег тебе, богатства, миллионерских хуев тебе за щеку. И вообще-то переезжайте всем к богатым людям. Да, бархатные кресла, VIP-ложи. Их мало. Но они тоже должны быть заняты по-любому. Система их тоже заполняет автоматически. В них сидят женщины, которые живут красиво, которые любят только себя, которые обезжиривают все, которые ненавидят нищеров, которым дарят, которых содержат, да? Которые летают первым классом или бизнесом, носят дорогие вещи, да? Они выбирают, спасибо, Виктория, спасибо, Дианочка, они выбирают богатство и клали хуй на общественное мнение. Мерс подарили, молодец, умница. Потому что система не терпит пустоты. Она не оставит бархатное кресло пустым, девочки. Она обязательно найдет, кого туда посадить. И я тот великий пророк, который берет девочку из нищего сектора, из слота бомжей, нищебродок и перетаскивает на бархатное кресло. И вообще, а кто из вас готов? Кто из вас готов пересесть в сектор роскоши? Напиши, готова пересесть в сектор роскоши. Готова ли ты правда? Напиши, готова или нет. Готова ли ты поменять уровень нормы? Готова ли ты обоссать своего начальника? Готова ли ты перестать консьержить, работать, уволиться, получать нахуй никому не нужное высшее образование, чтобы работать в найме? Готова ли ты полностью измениться? Готова ли ты стать богатой женщиной? Готова ли ты победить все страхи богатых мужчин? Готова ли ты стать байгужанкой? Готова ли ты стать меркантильной тварью, чтобы послать весь мир нахуй? Готова ли ты сказать ебало я в рот всех этих нищих? Готова ли ты к роскоши? Готова ли ты стать сатаной? Вот с таким, сука, сладким вареником, который похуй на все. Готова ли? Это вопрос. Если готова, я перетащу тебя очень быстро. Я знаю, как перетащить тебя в бархатное кресло и дать тебе богатого человека. Может быть, богатых 2 человек. Большой дом, здоровых классных детей, путешествовать, не работать, управлять домашним персоналом, то есть рабами. Угу. Роскошную жизнь, правильное питание, медицину, лучшую медицину, лучших сотрудников, лучшие массажи, лучший секс в твоей жизни. Готова или нет? Вот и все. Здравствуй, папочка, здравствуй, красоточка моя. И вот здесь, девочки, начинается самое интересное. Система сканирует каждую женщину по коду: внешность, поведение, энергия, стратегия, самоощущение, границы, речь и твои реакции, да, и ставит в кресло, да, в то кресло деревянное или в роскошное бархатное, ту, чей код подходит. Спасибо, Карина! Кстати, кто из вас любит Байгужина, вы тоже разбогатеете. Очень просто, то есть я эгрегор богатства. Ты байгужанка, любишь Байгужина, почитаешь Байгужина, учишься у Байгужина, ты становишься богатый. Спасибо, Аленушка! Если ты консьержка и не понимаешь Байгужина, не любишь байгужанок, не любишь роскошь, не любишь учиться у Байгужина, да, то ты, понятно, ты будешь сидеть на деревянном стуле среди нищенок. Все очень просто. Вы понимаете? Денис только что рассталась с парнем, дай совет. Совет очень простой. Переходи на нашу кайфовую сторону, запрыгивай на миллионерский хуй. Это и есть трансерфинг хуевой реальности. Любовь главнее денег. Конечно, любовь к деньгам главнее денег. Любовь к богатым мужчинам, любовь к роскоши. Любовь к мужчинам, которые делают для тебя все, покупают дома, квартиры. Это самая главная любовь. А любовь к нищим — это проклятие нищеты. Если твой внутренний кот говорит: я серая пизда,
Я серая мышь ебаная. Я не заслуживаю богатства. Я заслуживаю жить в Чебоксарах, Саратове или в Краснодаре. Мне страшно, я не готова. Я буду все терпеть, я буду учиться, получать высшее, нахуй никому не нужно образование, буду слушать маман, потом буду работать стоматологом, блядь, или бухгалтерить, или ногти пилить, или из пизды волосы доставать. Буду маникюрить, педикюрить. Я боюсь показаться плохой и послать нахуй всех нищеров. Да, система пройдет мимо тебя. Она поставит в это место, в роскошное место другую. Все очень просто, Марго, красотка. А ту, которая оказалась смелее, ту, которая перепрошила свой код, стала байгужанкой, ту, которая перестала вибрировать на частоте жертвы, да, и начала вибрировать на частоте королевы. Спасибо, Марго, спасибо, спасибо, Инс, спасибо за туточку. Как относитесь к Сочи? Ну как, уебищный город нищих людей. Спасибо. Все байгужанки из Сочи давно съебались. Ну, что, непонятно? Почему? Непонятно почему? А надо объяснять? Люблю Дениса, красавчики мои. И когда система выберет другую на роскошное кресло, на роскошное место, да, ты останешься сидеть на своем деревянном стуле в Магнитогорске. Снова и снова и снова. Всю жизнь до старости, а потом сдохнешь и попадешь в ад. А там тебя уже будут ебать черти. Но это уже другое кино. Люблю тебя, я тебя люблю. Вот почему я утверждаю, что истинных байгужанок не может быть много. Да? Истинных байгужанок не может быть много. Потому что если бы каждая женщина вдруг решила занять бархатное кресло с богатым человеком и переехать в дорогой город и жить домашним персоналом, и ебала она все в рот, да, то система быстро бы перекалибровалась. Понимаешь? И бархатные кресла стали бы новой нормой. Но именно потому, что большинство женщин никогда не решится выпасть, выйти из своей старой нищебродской ячейки. Для тех, кто решится, девочки, туда места всегда будут. Потому что система заботится о том, чтобы роскошные места богатства тоже были заполнены. Сейчас существуют места, квота на женщин, которые живут красиво. И эта квота, этот сектор байгужанок, содержанок, великолепных женщин, богинь, эта квота не заполнена до конца. Каждый день в нее кто-то выпадает, в эту роскошную квоту, и, понимаешь, и снова заполняется. Вопрос только в том, кто его займет. Люблю тебя, зайка. Привет, красотка. К. Думаешь, кто займет сектор богатства? Думаешь, та, которая сидит и ждет в Сочи? Та, которая боится обезжиривать и просить? Та, которая годами повторяет: не сложилось, а родила я нищего, живу я с бомжарой, который не зарабатывает даже 1 000 000 рублей в месяц? Или та, которая уже начала переписывать свой внутренний код, которая охуела и оборзела в конец, которая полюбила себя, которая ненавидит всех нищих, да, переписала свой код, стала байгужанкой и целенаправленно движется к этой роскоши, к этому великому креслу. Денис, ты умный парень, не лечись, пожалуйста. Спасибо. Куда съебываться из Сочи в мир богатых людей? Просто загугли. Загугли прямо сейчас. Просто забей в Клод, в GPT или в Gemini, забей. Куда съебаться из Сочи в мир богатых людей? Как стать байгужанкой и меркантильной мразью? Как обоссать всех нищих? Забей промпт, я же написал. И посмотришь. Ух ты, какой попсик! Понимаешь? Закон пустого кресла, девочки, неумолим. Твое кресло либо нищенское, либо кресло из бархата. Либо ты занимаешь бархатное кресло, либо его занимает другая. Третьего не дано.
Готова ли ты стать игроком? Или ты просто будешь единицей, юнитом? Готова ли ты перепрошить свой код? Занять свое кресло, пока оно не досталось какой-то другой женщине? Потому что, допустим, богатый мужчина развелся, место освободилось. У богатого мужчины сдохла жена, место освободилось. Богатый мужчина ищет любовницу, место появилось и так далее. Постоянный рост. Богатый мужчина сдох, появилось вакантное место для богатых мужчин. Передай своему нищеру, что он тоже может стать богатым. Поймите, девочки, мужчина с деньгами не открывается через знакомство и просьбу. Нет, он открывается по коду. Понимаете? Поговорим сейчас, девочки, про власть. Первое, девочки, что нужно выбить из головы, это деньги не выдают за твою красоту или вареник. Записала? Еще раз. Деньги, богатство не выдают за красоту или вареник. Деньги выдают за правильное положение в системе. Наплевать на всех, конечно, кроме себя. Любить нужно только Байгужина, байгужанок и себя. Денис, скажи, как ты стал таким? Или ты всю жизнь выдавал истину? Когда я работал участковым, я услышал, увидел и понял эту систему, как это работает. И с тех пор я поменялся. С тех пор я стал богатеть, с тех пор я долларовый миллионер. Если ты не была сначала, то пересмотри эфир с самого начала. Ты поймешь, что это за система. Система квот, система слотов, система секторов. Итак, деньги выдают за правильное положение в системе. Обезжиривают те на квартиры, машины, на дорогие тачки, на бриллианты, на роскошную жизнь. Обезжируют те, кто занимает правильное положение в системе богатства. Потому что красивых много, удобных много, сговорчивых вагонами, дешевых еще больше. Умных, кстати, женщин тоже хватает. Но далеко не каждая получает статус щедрого мужика, серьезное отношение в долгосрок, да, правильного мужчину с семейными ценностями. И место не просто девочки для поебушек, да, на краткосрок, а рядом на всю жизнь. Почему? Потому что большинство женщин рядом с мужчинами включают не власть, они включают голод. Мужчины это считывают моментально, быстрее, чем ты успеваешь улыбнуться. Поймите, богатый мужчина идет на ощущение правильной иерархии. Еще раз, богатый мужчина идет к тебе на ощущение правильной иерархии. Богатый мужик должен понять, что ты его не сожрешь. Не чувствовать рядом с тобой постоянную скрытую вражду. Не ощущать, что он для тебя просто мясо. Не видеть перед собой женщину, которая уже на втором сообщении, да, мысленно делит его активы, когда он сдох через 15 минут. Понимаете? Поэтому закон, девочки, первый. Не затмевай богатого человека. Я сейчас объясню на человеческом. Не затмевай источник большим деньгам. Если мужчина держит деньги, связи, высокий уровень жизни, положение, да, высокий темп, скорость жизни, да, постоянное расширение, то твоя задача не в том, чтобы немедленно показать, какая ты сильная и независимая, лучше всех с большой пиздой, да, умнее его, да, вот такими мохнатыми яйцами и вообще сама по себе миллиардерша в юбке. Нет. Потому что как только рядом с тобой он начинает чувствовать постоянное скрытое соревнование, презрение, попытку уменьшить его, проверку на полезность, да, на выгоду, ощущение, да, ты мне нужен, да, но я морально тебя обоссу, то доступ закрывается. Это надо делать только с нищими и тупыми мужиками, которые не зарабатывают даже 10 тысяч долларов в месяц. Понятно? Почему доступ закроется к богатому человеку? Не потому что, девочка, он слабый. Потому что любой носитель богатства и власти, он защищает свою позицию. Поэтому я вам, девочки, кричу.
Не надо делать богатого мужчину меньше, пока он не сделал твою жизнь сильно больше. Закон второй. Не раскрывай голую цель. Не раскрывай. Я не то чтобы говорю врать. Я не говорю притворяться бедной овечкой. Я не говорю разыгрывать невинную какую-то музу. Я говорю о другом. Не надо приходить в пространство богатого мужчину, как открытая заявка на обезжир. Кто понимает, о чем я говорю? Мужчина не должен чувствовать, что ты уже пришла и уже считаешь его бабки. Она видит во мне только функцию. Она оценивает меня как банкомат с хуями ножками. Банкомат на ножках. Потому что в этот момент у богатого мужика включится желание. Включится желание не давать тебе, а желание защищаться и убегать. Богатый мужик боится, девочки, когда его пытаются взять измором и прямо в лоб. Понимаете? Рядом с ним ты должна быть вкусной, дорогой, порядочной, качественной. У тебя должны быть высокие нормы, да, спокойствие, женственность на 100%, байгужанская женственность, уместность в общении, в поведении, да. И закон третий. Закон третий. Не становись обслуживающим персоналом. Некоторые думают, что чтобы выйти замуж за миллионера, за собственника бизнеса, за великого человека нужно подстраиваться, облегчать ему жизнь, быть понятливой, не спорить, поддерживать, гладить его эго, угадывать его желания. Тогда он тебя якобы оценит. Нет, девочки, не оценит. Ну, он оценит только как удобство, да? А удобство никогда не получает по максимуму. Удобство получают и используют, ебут, а потом вежливо выкидывают нахуй в сторону. Поэтому женщина, которая слишком рано начала обслуживать, сама перевела себя в категорию сервиса. Уборщицы, проститутки, мамы-рожалки, вечные секретарши, пайбушки, повара, донора. Понимаете? Девочки, вы понимаете меня? Ладно, есть еще законы, их примерно 12, не буду сейчас говорить про все, хорошо? Законы общения именно с богатым человеком, пока это вам не надо. Понимаю, когда вынимаю, Катюша красотка. Девочки, как вам тема? Напишите вот только честно, она сложная для тебя или легкая? Понятная или совсем никак? Понятно, супер. Непонятно. Понятно, супер. Непонятно, сложно. Болезненное. Везде нищеры. Потому что ты звучишь как нищая, поэтому везде нищеры. Понять можно, но осторожно. Почему, Лена? Почему осторожно? Смотри, давай еще раз объясню. Чем ты кормишь эту систему, туда она тебя и ставит. Давайте еще раз. Спасибо. Дам тебе свою формулу. Запоминай. Понятно, что кто-то думает, что это какая-то эзотерическая каша, да? Смотрите, я называю это социальный контур. Может быть, так будет ясно. Что такое? Это такой, знаете, коллективный рисунок жизни, который живет за счет одинаковых мыслей, да, миллионов одинаковых мыслей, одинаковых реакций, одинаковых привычек и одинаковых женских разговоров на кухне. То есть контур бедности, есть контур хорошей
Девочки, есть контур обиженной женщины, есть контур консьержки, нищебродки, ебаной курвы, есть контур женщины, которая всю жизнь понимает нищих, да, входит в их положение, не хочет быть меркантильной, да, а потом дохнет, да, в эмоциональной коммуналке, сука, с мужиками, с бомжами, сука, да, которые даже цветочков ей не дарят. То есть контур это не человек, это такое поле, это среда, это коллективная привычка жить одинаково плохо и называть это нормой. Контур бедности говорит, денег нет и не будет. Богатые какие-то мутные. Да? Честно, много не заработать. Живи посредством. Не выпендривайся. Хорошо там, где нас нет. Лучше и не для тебя. Ну и так далее. Да? А контур хорошей девочки кричит, молчи, не проси, будь умной, не спорь, не дави на мужика, не высовывайся, не переезжай в богатый город, не становись байгужанками. Да? Главное, чтобы тебя считали нормальной, да, не будь меркантильной тварью. Контур драмы. Любовь это боль. Чем сложнее, тем интереснее. Если тебя мучает и пиздец, значит зацепил. Если ты плачешь, значит ты живешь. Спокойствие это скука. Ну то есть любому контуру, девочки, я тебя люблю. Любому контуру нужны носители. Ну то есть кормильцы. Люди, которые будут этот контур как бы кормить телом. Я уже говорил, как это было у меня, работая в милиции. Участковым полномоченным работал 5 лет. Сажаем 5 воров. Через время на районе вырастают 5 новых воров. Откуда они взялись? Я все время изучал. Да, система бьет по самому слабому. Она его выращивает в нового вора. Исчезла одна избитая женщина, появилась новая с теми же фингалами, понимаешь, да? Ну, с убеждением, ну в целом он хороший, просто пиздит регулярно, просто он сложный. Почему? Потому что контур не может пустовать. Ему нужен не Вася, не Петя, не конкретная Любка. Ему нужна функция. Понятно? Если одна женщина выходит из этой роли, да, например, консьержки, бомжихи, нищебродки, неважно, женщина-жертва. Если она выходит, то контур прямо ищет по городу, заходит в квартиры, по подъездам, ищет следующую, которая по своим внутренним настройкам подойдет туда лучше и запихивает ее туда в 18 лет, допустим. Вы верующие, конечно. Я верю в себя и в Господа Бога. Потому что я сын Божий, я сын человеческий. Так же, как и ты. Ты тоже сын Бога, ты тоже сын человеческий, ты богиня. Ты можешь делать в этой жизни что захочешь, если будешь в это верить. Понимаешь? Вот почему я вам говорю, что ваша текущая жизнь в Саратове, в Чебоксарах, в Новосибирске или в Сочи, это не просто обстоятельства, что ты живешь бедно, да, и у тебя нихуя нет, ни денег, ни квартир, ни домов, нихуя не, да, это не потому, что тебе повезло или не повезло, это не потому, что нормальных мужиков у тебя нет, это значит, что ты идеально совпал со своим ебаным контуром по страхам, по убеждениям, по темпам, по уровню доступа, по коду, по привычке соглашаться на нищеров, на меньшее, да, по внутреннему стыду, да, за что большое, по твоему, значит, образованию высшему и школьному, и по своей рабаме, то есть ты совпала с контуром нищеты. И эта система посмотрела на тебя и говорит, так, вот эта ебаная курва, она подходит, эту ставим сюда к нищеру, эту на станок, это будет пилить ногти, это бухгалтерить, это будет из пизды волосы доставать, это будет гордиться, это будет жить до пенсии, это сдохнет, да эту сосулька упадет, это будет всегда кататься на маршрутке, да, и купит себе Мандео. Потому что она привыкла терпеть, она работает, она молчит, она боится. Ну, как бы, тогда прекрасно берем ее в этот сектор. И ты встала в свой слот. То есть ты стала в свой сектор, ты стала в свое стойло. Кстати, а контур роскоши и богатства тоже существует, девочки. Да, есть контур дорогой жизни. Есть контур высокой нормы, есть контур женщин, у которых другая система нормы, другая планка, другие вкусы, да? Другое мышление, другая скорость выбора богатых людей, да? Другой тип мужчин рядом, другие роскошные вещи, другой менталитет, они байгужанки, другое отношение к деньгам и вообще другая геометрия судьбы.
Там, в этом контуре богатства, тоже нужны участницы. И там тоже не пусто. Там тоже ищут тех, кто подходит по коду. Не по паспортам, девочки, не по медитациям вашим ебаным, не по количеству карт желаний, а по настройкам. Как ты реагируешь на деньги, да? Умеешь ли ты общаться с богатыми людьми без этого внутреннего колхозного Сочи? Не начинаешь ли ты как-то заискивать или извиняться перед роскошью? Не воняет ли от тебя говном нищеты? Не ебалась ли ты с нищебродами, да? Умеешь ли ты захватить и обезжирить какого-то парня? Ну, ты понимаешь, да? Кстати, здесь часто вы делаете очень грубую ошибку, девочки. Вы начинаете бороться с контуром бедности. Ну, то есть, жалуетесь на деньги, злитесь на зарплаты, обижаетесь на нищих, завидуете богатым, обсуждаете с подругами, какие мужики козлы, да, как все дорого, как жизнь несправедлива, как простым людям из Саратова не везет и ничего не светит. Ну, я поздравляю, в этот момент вы не выходите из системы, вы ее кормите. И чем больше эмоций ты вкладываешь в дешевый сценарий, тем крепче он на тебе завязан и сидит. Например, женщина говорит, я ненавижу бедность, да, а сама работает консьержкой, нам пилит ногти. Прекрасно. Значит, бедность уже сидит у тебя в голове, как центральный персонаж. Бедность тебя уже держит, она рулит твоим вниманием. То есть то, на что обращаешь ты внимание, на богатство или на бедность, это уже держит тебя в стойле. А чем рулит твое внимание, тем рулит и твоя жизнь. Поэтому, девочки, запомните формулу. Запомните, запишите формулу Байгужина. То, чему ты даешь много боли, злости, обиды, размышлений, разговоров, становится твоим хозяином. Вот вспомни, о чем ты сегодня думала, о чем ты молилась богам, о чем ты переживала, с кем ты злилась, на кого злилась, с кем ты ссорилась. Еще раз. То, чему ты даешь много боли, эмоций, злости, обиды и разговоров, это становится твоим хозяином. Вот почему некоторые женщины годами не могут вылезти из одной и той же ебаной реальности. Они просто живут в ней, они ее проживают. Они с ней, может быть, борются, но они в ней же, они ее кормят. Они ее подпитывают страхами, мыслями, эмоциями, обсуждениями, завистью, там, претензиями, я не знаю, там, привычной драмой. Поэтому, девочки, твоя задача не в том, чтобы воевать с бедностью, не в том, чтобы вечно разгоняться, понимаешь, от ненависти к своей ебаной нищебродской жизни, не в том, чтобы в истерике доказывать миру, что ты достойна большего. Нет, твоя задача выпасть из питания этого нищебродского дешевого контура. Понимаете? Еще раз, твоя задача выпасть из питания, то есть из размышлений, из эмоций, из драмы этой нищеты. Как выпасть? Тихо, холодно, без драмы, ночью, блядь. Без всякого вот этого женского я всем докажу. Просто перестань жаловаться. Просто перестань завидовать. Просто обсуждать нищету как главную реальность. Делать страх безденежья центром своей жизни. Делать страх одиночества поводом соглашаться на нищеров. Понимаете? Пока ты орешь, я бедная, несчастная, мне срочно нужен спаситель и богатый человек. Ты не просто в дешевом контуре. Ты не просто в дешевом слоте. Ты для него идеальная батарейка, ты его кормишь. А дальше начинается, девочки, настоящая работа. Запиши, что нужно сделать. Тебе нужно перестроить свой код. Еще раз, тебе нужно перестроить свой код так, чтобы сектор бедности, слот бедности, хочешь, квота бедности больше не узнавала в тебе свою. Понимаешь? Как? Перестать считать минимум, то, как ты живешь, своей нормой. Ты должна посмотреть на себя и сказать, блядь, какая же я нищая. Перестать романтизировать бедных, свою усталость, перестать восхищаться выживанием, как я экономлю на всем, перестать путать драму с любовью, перестать делать дефицит своей личностью. Понимаете? Нужно начинать жить из другой настройки. Мне можно больше, я хочу по-другому. Лучшее это не случайность. Качество это не роскошь. Качество это норма для меня. Дешевые сценарии это не мои сценарии. И вот тогда, девочки, произойдет самое интересное. Ты перестанешь быть читаемой для контура или для слота, или для квоты нищих. Ты перестанешь быть читаемой.
Он больше не может тебя всосать обратно так легко, не может. А дорогой контур или слот, ну или квота, начинает тебя замечать. Повторяю, они тебя еще не перетаскивают в мир роскоши и богатства, нет. Но контур начинает тебя, система начинает тебя замечать. И это выглядит как случайность. Знаешь, как это будет? Тебя вдруг случайно позовут в другие богатые места. Ты поедешь смотреть какую-то дорогую недвижимость с подружкой, ты не хотела, просто ты поехала, ты просто увидела картинку. В твоем поле случайно появятся какие-то другие богатые люди. Какие-то нищеброды сами отсеиваются, сдохнут или куда-то отправятся, и где их поджарят. Новые предложения к тебе подходят без надрыва, ты читаешь сообщения, тебе начинают писать классные парни. Ты как будто бы смещаешься на другую дорожку. Как будто бы чуть-чуть. Ты начинаешь мечтать о чем-то. Ты фильмы начинаешь смотреть другие. Читаешь книжки. Да? Может быть, у тебя появляются какие-то друзья, которые интересуются чем-то большим. Да? Может быть, ты посещаешь семинары. Может быть, ты становишься богослужанкой. Может быть, ты идешь в церковь. Может, ты решаешь вопрос вечной жизни и уже не попадаешь в ад, потому что начинаешь искать свое спасение от ада. Может быть, ты хочешь в рай. И это не чудо. И это не магия желаний. Блиновская, прости, блядь, но это не работает. Это смена системного кода. Повторяю, девочки, это смена системного кода. Поймите, слоты, стойло, контур, он не спрашивает, чего ты хочешь. Он смотрит, чем ты живешь сейчас. И все, и услышь. Контур, слоты, сектора, этажи. Система не смотрит, чего ты хочешь, твои желания, он смотрит, чем ты живешь, чем ты дышишь, на что ты реагируешь и куда ты сама себя ежедневно подкручиваешь. На что ты смотришь, какая у тебя насмотренность. Еще раз, куда ты сама себя ежедневно подкручиваешь, куда ты смотришь, какова твоя наслушанность и насмотренность. Если ты каждый день кормишь дешевые сценарии, общаешься с нищими, живешь как нищая, дай тебе комфорта, не удивляйся, что ты живешь в нищете. Если ты каждый день собираешь себя в более дорогую женщину-байгужанку, не удивляйся, что система начинает подталкивать тебя вверх автоматически. Она начинает двигать тебя выше. Кто понимает, о чем я говорю? Потому что мир, девочки, ему похуй, он не моральный, он структурный. Или ты это понимаешь и учишься выпадать из дешевого сектора, учишься каждый день. Или дальше кормишь его собой, своей молодостью, своим телом, своими нервами и называешь это, такова жизнь, Денис. Понимаете? Супер. Если бы каждая женщина вдруг решила стать хищной, то у тебя бы получилось точно. Понимаете? Потому что хищница, она забирает, хищница жрет. Для хищницы весь остальной мир это просто корм. Девочки, ты корм или хищница? На 100 зайцев в лесу всегда есть 3 волка. Ух ты, новый имидж! Да, это просто волосы мои в ахуе от этой темы. Биология не знает жалости. На 100 волков, на 100 зайцев 3 волка. Биология знает только твою готовность. Риша, спасибо, красоточка. Я видел это, девочки, своими глазами 100 раз. Одна женщина, помню, Марина, 34 года, говорит, я больше терпеть не буду. Все, решила, терпеть не буду. Она изменила свой код, свои внутренние правила, свою упаковку, свое поведение. И через 4 месяца уже жила в Дубае с мужиком, который полностью содержал, совершенно подарил ей новый уровень жизни. Домашний персонал, подарил ей квартиру, и так далее. А ее подружка, Катя, которая в 34 года говорит, я уже старая, мне надо работать консьержить, у меня же детки здесь, как я, может меня хоть кто-то возьмет.
Она до сих пор живет в 39 лет в своей съемной квартире с нищебродом, который зарабатывает 140 тысяч рублей в месяц. И считает ее своей собственностью. И разница, конечно, девочки, не в возрасте и не в красоте. Разница в готовности занять слот. Потому что верхние позиции в иерархии, они всегда открыты для тех, кто готов за них бороться. Еще раз, верхние слоты или квоты, верхние сектора роскоши и богатства всегда открыты для тех, кто готов за них бороться. Природа, система награждает смелость. А трусость и привычку терпеть наказывает низкими слотами, низкими квотами. Кто из вас был на моих мастерских курсах? На мастерских курсах, которые я проводил вживую по городам. Много лет проводил их, живые мастерские курсы. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что я учил вас на практике, как бороться за богатое место. И то, что вы читаете в интернете про Байгужина, про его опасные тренинги, да, это правда. Это правда, что они были законными, но они были опасными для старой системы. Я их вытаскивал в богатство, я их учил бороться за роскошь. Да. Вот и все. Денис, давно эфир начался? Да, минут 10 назад. Мы только начали. И сейчас в этом мире есть квоты на женщин, которые живут красиво. Эти квоты частично заполнены мной, но не полностью. Слоты освобождаются каждый день, потому что женщины сами выпиливаются из этих квот, подыхают. Некоторые переходят в квоты и слоты консьержек, работают. Короче, слоты освобождаются постоянно, каждый день. И система постоянно ищет, кто их займет. Слоты стоячих богатых хуев свободны. Так что, если ты продолжаешь сидеть в своей старой ячейке, бояться терпеть, ждать, место займет другая. Та, которая меньше всего боится. Та, которая больше готова. Та, которая амбициозна. Та, которая начала переписывать себя. Поймите, девочки, ваш город, ваши отношения, ваши деньги, ваши мужчины, все это управляется по одним и тем же законам. Как термостат в комнате, как нервная система в теле, как экономика страны. Система, она получает информацию о своем состоянии и корректирует поведение. Если в районе стало меньше воров, система снижает порог входа, да, и в криминал приходят те, кто раньше туда бы не пошел. Если в вашей жизни стало слишком много денег, это не случайность, это обратная связь. Система говорит вам, твои настройки соответствуют ячейке бедности. Ты подходишь под эту роль, поэтому ты эту бедность и получаешь. Вот почему вы годами не можете вырваться. Не потому, что вы не стараетесь, потому что ваш текущий код, внутренний код, идеально подходит под ту жизнь, которую вы имеете. Вот и все. Я точно знаю, что если ты разбогатела, кто-то должен обеднеть. Если ты похудела, кто-то должен пожирнеть. Если ты переехала в другой город, кто-то с этого города должен съебаться. Если ты обнищала, кто-то разбогател. Если ты вышла замуж, кто-то развелся. Если ты родилась, кто-то сдох. Все очень просто в этом мире. Потому что мир закрытая система с определенным конкретным количеством денег, определенным количеством миллионеров, определенным количеством богатых людей, богатой жизни, драгоценностей, золота, нефти, да, и определенное количество нищих, да, несчастных, консьержек и так далее. Определенное количество. И вопрос в том, куда ты себя настраиваешь. Вы понимаете или нет? Поймите,
Система, которая одних ставит в стойло нищеты, других в сектор богатства. Система считывает не твою физическую оболочку. Она считывает информацию, которую ты излучаешь, которую ты передаешь. Неважно, кто твои родители, кто ты. Это все материя, потому что ты — это сообщение. Если ты транслируешь код «дешевая женщина, бесплатная давалка, консьержка ебаная», который будет постоянно терпеть, система считывает тебя именно так и ставит тебя в соответствующее стойло. Если ты транслируешь код «жертва обстоятельств, живу в Сочи или в Магнитогорске», да, система послушно подкидывает тебе обстоятельства, которые делают тебя жертвой и нищей. Повторяю, тебе подкидываются обстоятельства, то есть люди, программы, кино, родители, обстоятельства, болезни. Все подкидывается, чтобы ты была нищей. Конечно, твою программу нищеты можно полностью переписать. Потому что у каждой женщины есть внутренняя программа, да, ну это набор автоматических инструкций, реакций, да, по которым ты действуешь. Да, и обычно твоя нищебродская программа, она как бы прописана: терпи, молчи, не выебывайся, да, терпи, будь благодарна, не проси, не обезжиривай, не будь меркантильной. Эту программу, кстати, ты получила чаще всего от мам, от бабушек, прабабушек, от школы, от ебаного общества. И они выполняли ее прямо как роботы, с точностью, да, год за годом. Потому что ты получал одни и те же результаты, да, одни и те же мужики, одна и та же бедность, одна и та же усталость, один и тот же нищебродский город. Вот почему женщины наступают на одни и те же грабли. Бывший бил, новый бьет. Бывший не давал денег, новый не дает. Бывший был нищером, новый морковный сблевыш. И это не везение, нет, это сломанная программа. И пока вы не перепишете свой код, свою программу, вы будете получать один и тот же результат. Вас будут загонять в слот пониже. Смотрите, система работает очень точно. Очень точно. Как волшебная лапка, помнишь? Волшебная лапка из старой сказки. Ты просишь денег любой ценой и получаешь их через смерть богатого, не знаю, близкого человека. Ты просишь богатого мужика без уточнения и получаешь богатого тирана. Ты просишь роскошную жизнь, получаешь золотую клетку. Ну, потому что твоя программа — это не просто как заполучить мужика с деньгами. Это система, которая учит вас, девочки, точно формулировать запрос. Не денег, а свободы, которую дают деньги. Не богатого мужчину просто, а партнера, который усиливает твою жизнь, дает тебе свободу и возможность развиваться. Формулировать, девочки, твои запросы нужно грамотно. Система Байгужина. Ты спрашиваешь, как стать байгужанкой? Это перенастройка датчиков, перенастройка программы. Я не ваши мысли меняю о себе. Я меняю ваш внутренний код. Реальный код меняю. Те параметры, которые система считывает, каждую секунду считывает, как ты выглядишь, как ты говоришь, как ты ведешь себя с мужчинами, как ты обезжириваешь, как ты встречаешь, как ты сосешься, как ты себя ведешь, как ты себя чувствуешь, да, как ты реагируешь на большие деньги, как держишься в обществе. Вот эти параметры, девочки, я меняю. И тогда система получает новые сигналы. И тебя автоматически перераспределяют в другую ячейку, без борьбы. Просто потому, что твой новый код больше не подходит для старого слота, и все. Поэтому у меня вопрос, девочки. Вопрос очень серьезный. Готова ли ты изменить свой код? Готова ли ты изменить свою программу? Готова ли ты стать байгужанкой? Или продолжишь подавать старые сигналы в эту систему и получать старые результаты в нищенских слотах? Выбор за вами. А я напоминаю, что завтра в 19 часов по Москве я провожу бесплатный вебинар «Анатомия без жира».
Расскажу, девочки, подробно, под запись, всю систему, как обезжиривать папиков, как разбогатеть. Ссылка в шапке профиля TikTok, YouTube и так далее. Люблю вас! Надеюсь, было полезно. Отпишитесь в комментариях, как вам сегодняшний вебинар, какие выводы вы сделали и что вы будете теперь с этим делать. Люблю, обнимаю, ваш отец основатель великого движения Байгужан, содержан по всему миру, Денис Байгужин. Девочки, я вас люблю и благословляю. Выпиливайте себя из квоты нищеты в слоты богатых людей.